Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня тема расклада: куда на самом деле утекают ваши силы и ваши деньги. Давайте посмотрим, да, может быть проблема в вас. Уж не обижайтесь. Что карты скажут, буду говорить вам. Может быть не в вас, а в какой-то ситуации, может быть в каких-то людях, которые были когда-то в вашей жизни, или же сейчас есть даже где-то рядышком, да, и как вампиры лазят около вас. Ну а что, и такое может быть. Так что хочется, чтобы силы были, хочется, чтобы деньги тоже были, потому что вкладываетесь вы, скорее всего, очень много. Ну, есть такое, да, вы вкладываетесь много, но как будто ничего не получаете. Вы вкладываетесь много, аж устали уже, хотите одного, но как будто бы только со стороны смотрите на свое, что мечтаете. Мечты, мечты, это карта мечты выпала. Мечты, 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 желания, планы, а на самом деле как сквозь пальцы все. И здоровье, да, как будто бы шея болит, поясница. Что еще здесь вижу по карте? Иногда тяжело вздохнуть полной грудью, и как будто бы не хватает воздуха. Есть такое, что просто вот в понятиях своих жизненных все бы сейчас сделал, а сил нет. Либо наоборот, силы вроде бы есть, а ничего не хочу, какая-то апатия, что-то вот борется в вас, как будто бы истина и как параллельный мир все равно. Как параллельный мир. Что-то есть. Ну вот давайте смотреть, да. Такое впечатление, что есть дыра какая-то, вот параллельный мир. Дыра в кармане. Дыра в каких-то своих делах, да. Вроде бы как делаешь, и все в дыру какую-то падает. Кто из вас оздоравливались или оздоравливаетесь? Это, я чувствую сейчас, это хорошее питание, это правильное может быть питание, да? Это может быть даже витамины, не знаю, там, я вижу такую хорошую баночку, может магний, может быть вот эти вот А, Е, да, вот такое. Может быть вы спортом занялись, но все равно как будто бы чувство как в дыру, реально как в дыру. Вот я сейчас еще просто колоду держу, но я уже чувствую вот это состояние, как будто бы как в дыру уходит все. Ты берешь, ты делаешь, но оно раз и спустилось. Что карты про вас скажут? Скажите свое имя сейчас. Свет в конце туннеля. И да, по этим картам можно сказать, что вот этот свет, к нему ты идешь, но все в туннеле, да в туннеле. Хотя, с одной стороны, это как бы расшифровка нынешнего состояния, но с другой стороны, карты просто в трех картах, да, есть ответ. Отвяжись от прошлого, и ты сразу получишь вот этот свет и выйдешь из тупика. Что в прошлом не так? Какая-то привязка, какая-то привязанность. Кто-то вас привязал к чему-то. Вы случайно не находили какой-то узелок? Просто вот ниточка. Я что-то еще вижу. Вижу
как скатерка, либо платок, и угол в узелок завязан. Я вижу, у кого как, расклад общий. Я вижу даже как будто в шутку кто-то, это вообще, наверное, может у кого-то, но я вижу эту вещь. Это что-то, это травинка, это колосок, это что-то живое, цветок. Знаете, как колосок завязали и шутят, смеются. Даже такое увидела. Какой-то узел, как привязали вас. Как привязали. Сейчас еще две. У вас очень хорошо работает внутренний голос, у вас чуйка хорошая, но иногда она как будто бы закрыта по вот этой темной карте. Да, закрыто, но открыто. Закрыто, но открыто. Посторонние. Кто-то посторонний влез в вашу жизнь. Это не вы. Вот я вначале сказала, да, может быть, вы... Сказала, не сказала, но я просто уже в этом, в потоке. Может быть, вы себе что-то портите, да? Сами что-то неправильно делаете. Нет. Карта постороннего выходит. Как будто кто-то вам закрыл эту дверь, и вам кажется, да, она закрыта. Единственное, что в вас действительно сидит и можно исправить собственными пониманиями и руками, это, да, отвязаться от прошлого. Сейчас посмотрим, как. И кое-что изменить. Кое-что изменить. Тут открытая дверь. Вам кажется, что она закрыта, но она открыта. Как будто вот этот свет скоро включится, и дверь открыта. Вы увидите, что оно открыто. В вашу жизнь идет любовь, но на любовь вам было сделано. На любовь вам было сделано. И вы, кто-то из вас это очень хорошо понимает. Это карта внутреннего голоса. Вы не такая, как все. Очень много в голове мыслей, очень много страхов. И страхи, они больше приобретенные. Вы не родились с этими страхами, они вам не передались ни от кого, и никто вас не запугивал. Они сами. Страхи у вас это вот сами навеянные ситуации, может быть, людьми, которые рядышком были, но тоже чего-то боялись. Вот такое вот. Это можно все вот просто вот открыть и выкинуть. Нет, но страхи всегда будут. Потому что вы человек. У человека есть такое, что он тоже боится, да, это же и животные, и люди, все такое есть. Но когда слишком много, вот здесь вот уже начинается как паника, вот это не надо. Это можно убрать легко, выйти с собой на компромисс. Да, есть такое. Если ты что-то не можешь действительно изменить и исправить, выйди с собой, сама с собой на компромисс, сам с собой, да. Ох-охо, есть что-то такое, что просто вот как вам, как ширма, как картина Пикассо перед глазами, действительно. Как будто бы много красок, много темных пятен, но оно все равно как не уходит. Хотя свет вот. Дыра в кармане, да? Дыра в собственном кармане. Сейчас. Одиночество. Крысы, которые рядом с вами лазят, есть такие, есть. Препятствия. И препятствия не сами себе делаете, нет. Вот она дверь, вот она гора. Все-таки это крысы рядышком. И одиночество вам сделали люди, крысы.
И тут любовь, и здесь влюбленные на любовь, на понимание, на какое-то одиночество прям. И отсюда потеря силы, денег. А почему тогда деньги, вот любовь, любовь? Почему деньги тогда уходят? Ведьма. Какая-то ведьма есть. Да. Очень странная ситуация. Любовь, силы, деньги связаны воедино. И как дверь невидимая, вот с этой дырой. Вроде бы ты любишь, ты лучше всех, реально, вы лучше. Смотрите, какой медведь выходит. Сила есть у вас, действительно. А где же это тогда здоровье? Есть уверенность, что все будет хорошо вот по этой карте. А где же она тогда потом, да, через какое-то время? Раз, и опять уверенность потерялась, потому что деньги ушли. Или там недозаработали, или не выплатили, или вкладываешься, а все меньше и меньше получаешь. Что-то есть, вот эта ведьма, но оно связано с любовью, это отношения из прошлого. Кто-то вместе с мужчиной либо вам подкинул неудачу, вот этот узелок какой-то, либо наоборот мужчину забрал и вместе с ним ушло это все. Так, сейчас. Я вижу ситуацию очень странную. Наверное, вы сами сейчас скажете, что она такое говорит, да? А я сама сейчас хочу разобраться, что я такое вижу здесь. Потому что я вижу кое-что, что не вписывается в тему расклада. Так, я карты поняла. Ладно. Вот, любовь, одиночество, нервы, такое напряжение, как будто бы крест за спиной. Вот она компания, где вроде ценят и обесценивают. Дороги открыты, но ты сидишь на месте. Это колесница, дороги открыты, вот звезда еще вдобавок идет. Почему? Как будто бы вот туз жезлов. Это ключ ко всем дверям. Вот эта карта. По поводу любви, по поводу мужчины. Двойка жезлов, прошлое, узел из прошлого, правосудие, юстиция, исправление. Из подвешенной ситуации вы выходите. Хорошо, смотрите, я вижу, мужчина был в вашей жизни, любимый человек, любимый. Вот только я не могу понять, может быть, из-за того, что общий расклад, поэтому немножко путаюсь. Я вижу, как вместе с ним вроде пришло ваше, как вы потерялись. Либо когда он ушел, потому что вы с этим человеком не вместе. Я вижу мужчину, и у вас такое большое будущее впереди, в ваших глазах вот эта звезда, вот правосудие, колесница, тут сила очень большая, вот юстиция, сила, туз жезлов, страсть, дороги открытые, да, ключи от всех непонятностей. У вас были планы, у вас были мечты, которые реально, вы уверены были, что они исполнятся. Просто уверены. Может быть, бизнес какой хотели открыть, может быть, учиться еще куда-то хотели пойти, может быть, курсы, либо там
сменить место жительства. У вас были большие, хорошие действительно планы, как будто бы вот реально с большими открытыми дверями, да. Но с появлением мужчины в вашей жизни что-то пошло не так. Либо это он вас как будто бы давил и закрывал дверь, как будто бы использовал вас. Либо потом какая-то вот ведьма, как там выходила, может, она и была и изначально, как его мама, допустим, либо какая-то другая еще женщина. Но оно как будто вот его потом и вытащили из вашей жизни, а вот этот узелок как будто бы и остался, потому что время потеряно, потому что силы ваши потеряны, потому что уверенность тоже куда-то иссякла, как в дыру ушла, и все, и пошло кувырком. Мужчина. Если вы мужчина, да, вот смотрите этот расклад, это уже четко, значит, у вас такая женщина была. Потому что и там есть хорошие, прекрасные люди, но и там есть вот такие вот, которые, да, тянут энергию, забирают силу, либо просто хотят главенствовать, не имея ничего. Куча комплексов у того человека, но он хочет быть главным. И он подавляет вашу силу. А интуиция у вас вообще жизненная, очень хорошая всегда была. Недаром здесь звезда вышла. Очень странно, что я это увидела, потому что всего лишь, да, куда на самом деле утекают силы и деньги. Думала так посмотреть силы, деньги, а тут в нескольких колодах, но карты подбрасывают и подбрасывают. Любовь, отношения. Вот так вот. И это все из прошлого, узел прошлого. Это двойка жезлов вышла. Это как раз-таки вот разговор с прошлым, которого уже нет, но все равно он еще держит тебя. Туз жезлов — это большие, страстные, успешные дороги. Тут даже замок есть для ключа. И он был в вашем подсознании, в вашей уверенности. Ну вот, тройка кубков — это вы человек, который доверяет другим людям. Видите, здесь вот и кошечка, и зайка, и, в общем, тут есть кому вас послушать, услышать и еще и отобрать что-нибудь. Вы умеете говорить, вы умеете располагать к себе людей, но почему-то в последнее время вы больше как закрываетесь. Потому что, закрываетесь больше как здесь по подвешенному, да, как вот в подвешенное состояние уходите, в свои мысли, в свои переживания. Хотя звезда открыта. А это срабатывает интуиция. Вы чувствуете, что люди шепчутся за спиной, что что-то не договаривают, что что-то за спиной еще и больше и неправду скажут про вас, про вашу жизнь. Вот такое есть. Есть такое. Поэтому отсюда и нервы, и слезы. И да, в какую-то вот действительно яму падает весь ваш заряд. И финансы, потому что уже, не знаю, энергия ваша уже, как будто Вселенная говорит, так, подожди, тебе надо силы набраться, а потом уже там быть, да, где деньги, где все. И вы вкладываетесь, но все закрыто. И здоровья не набираетесь, а только все куда-то уходит, и деньги уходят. Хотя, с другой стороны, я могу сказать, что здесь однозначно, так, Луну сейчас прям одну карту, однозначно, что вас еще и берегут, было бы хуже. Посмотрите, сердце. Это по этой карте могу ответить. Вас кто-то очень сильно любит и просит за вас, чтобы у вас все было хорошо. Это уже сила оберега, да, как даже просто словесного, но вам идет оберег, что могло быть и в вашей жизни еще хуже. И вот душа, могу сказать, да, по сердцу, да,
Душа ангелов вас берегут. О, сильная карта вышла, так что слава Богу. Но все будет исправляться. Сейчас мы посмотрим. Очищение идет. Вы как будто бы действительно выходите на поверхность из какой-то вот этой вот, из какого-то течения, которое не ваше. Смотрите, вот сейчас я увидела, немножко различается. Если мужчина смотрит расклад, вы скоро куда-то поедете. Очень важная будет дорога, очень важная, где вас как ледяной водой словесно обольют. И вы четко поймете, что дальше делать. Это будет открытие новой дороги, первой дороги, которая будет вам в удачу. А вот женщина наоборот. Вы, может, и поедете, но это не тот момент. Вы, наоборот, как будто бы в собственном доме. Услышите либо по телефону, либо кто-то к вам домой придет. И вот эта ледяная вода, как образно говорю, на вас будет. Образно говорю, на вас будет. Вот какое-то что-то такое, что вы аж глаза откроете. Кричать не надо, ругаться не надо, обижаться не надо. Вы наоборот скажите: момент пришел, я открываю свою новую жизнь. И высшие силы, они услышат от вас вот этот ключик. Ага, она готова, все даем. Все даем. Он готов, все даем. Вот это немножко расхождение я увидела, сказала, потому что больше, конечно, девочек смотрит мой расклад, но мужчины тоже есть по этой карте. Ну, давайте дальше посмотрим, что еще карты скажут. Да, видения, конечно, иногда совсем не по теме выходят. Но картина вот эта вот как образная такая, как силуэты. Ну, четко. Это значит, что дыра в кармане зашивается. А что, карты, подскажите, сделать с этим узелком, если вы его помните, то тем более. А если, может быть, знаете, как кто-то завязал, кинул, ушел, там в гости приходил, допустим, в вашем доме, а вы уборку сделали, пропылесосили, там подмели или просто куда-то завалился, и все. Но энергия-то осталась, надо почистить. Что сделать? Это странно, ну ладно. Сейчас опять прошлое привязано. Вот как раз таки отвязаться. Вот он, узелок. Я ж про него говорю. И карта как раз и выходит. Это четкий ответ, раз эта карта вышла. Привязанность к прошлому. Это значит узелок. То, что я и увидела. Но здесь волосы. Здесь как будто бы... А вы не находили еще плюс... Может, не этот узелок, что я увидела, а кто-то из вас запутанный клок волос, шерсти собачьей, допустим, на вашем участке, в вашем доме. Вот такое еще. Тут как будто бы волосы, но и в то же время, да, как ниточки, как будто вам судьбу вот начали портить из-за этих вот узелков, запутанности, вот чужие руки на вашей голове. Есть такое. Но здесь я вижу совсем, опять же, непонятное. Я не могу сказать то, что я знаю. Я сейчас вытяну, что надо. Потому что по поводу узелка можно развязать, но тут не то. Карты говорят нет. Здесь еще и связано с деньгами, с денежками. С деньгами, да. Смотрите, возьмите монетку или купюру, ну лучше монетку, железную, или какая она там, да, у вас, любую самую маленькую, просто нитки, красные нитки. Постарайтесь ее обмотать, чтобы она круглая, да, но обмотать и завязать. Вот это я вижу, поэтому и говорю, что... В принципе, я знаю, как снимать узелки, но это просто, да, берешь платок, завязываешь, а тут я другое увидела.
монетка и обматываешь красной ниткой. Завязываешь, ничего не говоришь. Энергия, когда ты завязываешь, обманываешь, она сама туда через руки приходит. А вот когда ты выходишь из дома, я не знаю, там мусорка, лучше, конечно, водоем. Все-таки вода есть вода. Если где-то есть водоем, то вообще супер. Если нет, то пусть будет уже и мусорка. Мусорку тоже куда-то увезут, и там уже, потому что вода куда-то уносит, да, не знаешь куда, ну и мусорку увезут. Главное, около дома не бросать, там под дерево куда-то, не закапывать. Нет, именно вот если мусор увозят, то туда. Если все-таки есть водоем, то в водоем, пусть там уже само все обрабатывается. Подходите к этому водоему или к мусорке, чтобы, конечно, желательно рано утром там, или поздно вечером, чтобы никто не видел. Разрезаете, не развязывайте, вы уже не развяжете этот узелок, потому что вы и чужой вот этот навязанный не смогли развязать. Вы его, ну, с собой ножнички возьмете, вы его разрезаете, и когда разрезаете, вот тогда уже и говорите. Своими, опять же, словами. Знаете, такое вот, то, что от души льется, оно самое сильное и будет. Заучивать ничего и не надо. Вас высшие силы услышат, вас обереги услышат, или там, вот не знаю, как еще правильнее сказать, ангелы с оберегами, да, ангелы, которые делают эти обереги, они вас услышат и сделают, помогут. И вот разрезайте и говорите: я разрезаю все узлы, которые были навеяны, навязаны, подкинуты, оставлены в моем жизненном пути, в моем жизненном пространстве. Разрезаете, выпутываете, сворачиваете и оба этих предмета выкидываете. Без кулечков, без ничего, просто выкидываете и ниточки, и эту копейку. Вы выкидываете то, что вам подкинулось, оно вам уже не надо. Эта энергия там собирается и выкидывается. Даже если через деньги пришло, да, тоже какой-то, может, ущерб. Или там эту нитку завязали, вот как я завязываю нитку, сказали, и что-то, что-то, что-то там, чтобы у нее и того не было. Все, я вижу тут и деньги, как в дыру уходят, и здоровье. Ну, а здоровье что нужен? И человек рядышком, любви никак нет, да? Вот это надо и вернуть. Поэтому вот так вот говорите, выкидывайте. Либо над мусоркой вот так вот руки делаете просто, визуально. Либо, если вода, просто даже окуните в воду, чтобы они мокренькие были. И все. Вот опять же вот так делаете и уходите. И не оборачивайтесь назад. Отворачиваетесь и уходите, не оборачивайтесь назад. Все. Этот узелок вы точно снимете. И это сделать лучше всего. Любовь придет. Любовь придет в апреле. Это шестерка. Смотрите, вот так. С апреля до включительно до июня. Либо в любой месяц 6 числа. Скажу так. Да. Я почему-то увидела реально в апреле. Ну и расклад стараюсь, да. Вот как бы по раскладу, чтобы это действительно сработало. Это значит, что он вышел сейчас, да. Эти энергии захотели вам это сказать, значит, время открыто для исполнения. Поэтому и говорю сразу же в апреле. Но раз 6-й аркан вышел, да, шестерочка, значит, до июня точно можете, когда у вас получится. Вот. Можете даже 3 раза сделать, если нужно. Если нет, и одного серьезно хватит. Хотя бы этот узелок распутать, развязать и вернуть обратно. Пусть оберег к вам идет, а обратка к врагам вашим и ворам, да. И 6 числа любого месяца. Если будете смотреть этот расклад, там, не знаю, в сентябре, допустим, или в январе, да, значит, вот ближайшее 6 число месяца. Это тоже реально сработает. Это тоже реально сработает. Все. Здесь все. Давайте смотреть дальше. Но оно реально тут скряга. Это когда кто-то с жадностью забрал, а ты не хочешь отдавать, и ты не отдашь. Скряга, да, карта скряги, карта денег, богатства. Это должно вернуться к вам.
Потому что нечего руки совать в мою жизнь и привязки какие-то делать. Любовь к вам возвращается. А что еще возвращается? Сила, паш огня. Сила. Смотрите, бух, плечи расправлены, огонь и вперед. Паш огня. И вы как и были, так и остаетесь. Не такая, как все. Вот такой вот лев среди беленьких баранчиков. Вот так. Вы такой человек. Именно такой. И в вашу жизнь наконец-то складывается инь-янь. Угу. Это и любовь, это и себя наконец-то восстанавливаешь, да, просто себя. Есть такие люди, и, может быть, даже я не чувствую сильно уж, но кое-кто есть сейчас, кто смотрит расклад, кто не хочет связывать свою жизнь с женитьбой или замужеством сейчас вот больше, да, но либо оно к вам придет попозже, это желание, и реально человек будет рядышком с вами, и вы скажете: нет, теперь я хочу поменять что-то. Либо вы сами себя в инь-янь соберете, где и здоровье получше, и деньги нормальные, и открытые возможности, и тогда уже, да, вы уже сами будете реально решать. Но по-любому, в любом случае, здесь вы не одна в этой жизни. Инь-янь — это и темное, и светлое, и это наконец-то в одном положении, да, в одном энергетическом коме таком, который должен в этой жизни присутствовать вот с каждым из вас рядышком. Вот оно идет. Вот оно идет. Сильный расклад, реально опять, хотя обычная тема. Просто думаю, дай посмотрю, дыра в кармане. Ну, по жизни вы бунтари, наконец-то разрываете свои цепи, которые были, ну, какие узелки, да, вот они, цепи, валяются вот здесь. Вот. Новый путь какой-то интересный будет у вас. Преображение, ну, это переделка какая-то, и преображение, да, вашей жизни, целостность. Ну вот как найдете и себя, и какого-то серьезного человека интересного в свою жизнь. Вот. Наконец-то будете вот эти мгновения, которые приходят в вашу жизнь, не просто вот так проживать, да, или проходить и ждать, а дальше. А нет, вы уже сейчас начинаете просто видеть эту красоту. Просто хочется реально вокруг оглянуться и сказать: да как хорошо-то все. Какое-то, знаете, спокойствие и умиротворение после этого расклада приходит к вам. И, кстати, не забывайте, да, что я на Ютубе, и здесь эта энергия идет. Я на Ютубе, не в каких-то других, там, Яндекс.Дзен, еще где-то, я только на Ютубе. И именно здесь я даю эту энергию с расклада через высшие силы. И еще и всегда говорю, как всегда говорю, волшебные слова, чтобы они шли как защита для вас и восстановление, изменения, хорошие изменения. Но сейчас, мужчина, тут король облаков вышел. Компромисс. У кого-то будет момент, когда вы сам с собой придете к компромиссу, да, сам с собой, и с кем-то у вас будет как перемирие, с кем-то вы помиритесь, но вы найдете свою выгоду. Вы выходите из этой темной дыры в кармане, образно говоря. Вы выходите, изменение закручивается. Процесс идет, процесс пошел. И, кстати, здесь по карте, да, это карта изменений, и здесь вот оно инь-янь. Вот оно как будто собирается, восстанавливается. Так, это карта Луны, молчание, король. Вы найдете реально себя, туз облаков, сознание у вас мысли поменяются, у вас желания изменятся по вот этим картам. Так, а что еще вы скажете? Сейчас еще Шадзен, потом, может, Луну еще добавлю, посмотрим.
Даже по вот этим двум картам, что и выпадали в начале, да, по вот этим двум картам, могу сказать, что есть ощущение, что деньги и здоровье приходят и сразу уходят, как будто вот действительно вот как воронка какая-то. Но это не случайность. Иногда вы не замечали и не замечаете, как это происходит. Смотрите, по вот этим картам, ну, в принципе, я уже все сказала, что надо было, но могу повториться. Да, и люди, причина, да, причина, в какой сфере? Энергия деньги, энергия дороги. Давайте так, люди, причина. Есть такое, что ты об одном думаешь, ты с кем-то поговорил, а оно как будто за ширмой, как будто вторая вселенная срабатывает, и ты не в ней оказываешься, а кто-то это забрал. Да, есть такое. Про вот этих людей и про этот узелок я уже сказала, все им вернется. Дальше. Откладывать, но это прошлое. Вот прошлое тоже откладывать не стоит. То, что откладывали, уже вот приходит момент к восстановлению и исправлению. Потом страхи, привычки. Что? А страхи, привычки как раз-таки это и есть ваше одиночество, но из которого вам необходимо уже выйти. Карта одиночества и страхи, привычки. Привычки плохие, если есть, выкидываем насильно, страхи развеиваем. Все у вас под контролем самих высших сил. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сила энергии и дверь. А дверь, да, она есть, как я часто эту карту показываю. И замок есть, но замок не защелкнут. Просто ребенок этого не видит. И такое впечатление, что это вы вот стоите, и вроде как все закрыто, но замок, он не закрыт. Его просто снять, без ключа даже, размотать и идти. И вот это ваша ситуация на сегодняшний день через этот расклад. Так, а откуда все это началось, интересно? Мужчина. Но мужчина, если смотрите, значит женщина. Хоть и король воды, потому что все-таки больше энергии женской на расклад идет, потому что больше женщин смотрят девочек, да. Но мужчина, если вы, вот душа. Это для вас женщина, для девочек мужчина. Все-таки даже эта колода так и ответила. Что еще посмотрим? Почему вы чувствуете усталость? Доверия очень много у вас. Вы очень сильно доверяете людям, и вампир лазит и вампирит. Вам нужно это все сбросить, выкинуть и просто вот выйти из каких-то, не знаю, каких-то вот из этой усталости, из-за закрытия какого-то. Ну, вот этот узелок реально поможет. Жизни прошлое, это ангелы, это древо, это люди, которые рядышком слишком сильно заботятся о вас. Может быть, такие есть. Или просто переживают и просят за вас. Это сила. И сила — это, слава Богу, что есть. Реально могло бы быть хуже. Но вы идете на вы идете на расправление, прорыв идет. Кстати, еще могу сказать здесь по 3 картам. Может быть, немножечко вы еще и несете кармическую какую-то ситуацию из прошлой жизни. Кто-то на вашу прабабушку, бабушку что-то делал, но там не было снято, и на вас все перешло. Но вы сняли это. Но вы могли и притянуть кого-то еще вдобавок, нечаянно. И кто-то увидел у вас сильную энергию силы реально, вот такую вот, и решил отобрать любовь, деньги и здоровье, и вот такое. Но древо ангелов все равно на вашей стороне, защите, так что вы из этого выходите. Вот путешествие карты, это выход. Вы выходите. Вы выходите.
Иногда вы не замечали, как это происходит. Король воды, король радуги, радость. И после всего изоляция и слезы. С людьми вы одиноки. С людьми вы одиноки были в своей жизни. Были мгновения, где сердце радовалось. Но в основном вы одиноки. И потом идет изоляция и слезы какие-то вот. Знаете, действительно, я как вот смотрю на этот расклад, да, смотрю на вас через этот расклад и вижу, что утечка есть. Поэтому вот все в это и собралось, вот в такую информацию, чтобы утечку эту закрыть. Это действительно как будто бы перекрыт кран. Вернее, нет, наоборот, он как перекрыт, но есть утечка, и вот надо эту утечку убрать. Но я четко вижу, что недаром, не зря было сказано здесь и мне картами, а я вам уже, да, вот про вот этот вот именно копейка и красная нитка. Что сделать? Знаете, как только вы это сделаете, поток изменится. Вот поток изменится, вот вы сами увидите. Деньги перестанут утекать, сила вернется. Деньги перестанут утекать, сила вернется. Вы пойдете уже не с пустыми руками, а с наполненной душой. И знаете, вот после вот этого расклада вы отдохнете. Карта отдыха. Вы сбросите ношу с плеч. Чужое что-то, не свое. Творчество, радость, будущее, цветы. То, что действительно вдохновляет. Вот вы видите этот расклад, вы уже не в ловушке. Вы возвращаете себе силу, вы закрываете утечки, и с этого момента энергия и деньги начинают работать на вас, а не уходить сквозь пальцы в эту черную дыру. Знаете, что сейчас сделаете? Посмотрите. Это башня, это молния, это когда чистка идет конкретная, когда отлетает все, что не ваше. Что не ваше, оно как будто бы, вот, не знаю, Зевс сработал, да? Как будто бы громом такой вот бух, и все вот эти тараканы, не знаю, муравьи, не знаю, что еще сказать, плохо ли, хорошо ли про них, да? Тоже вроде живые. Но они уходят, они разлетаются. Вот такое вот. Кстати, напишите сейчас вот на YouTube-канале, сработает 100%. Просто я закрываю свои утечки. Вот даже через эту карту. На YouTube сработает. Вот. На другой платформе, да, если было воровство, то видео-то вы посмотрите. Но энергия... Я ее никуда, я ее закрываю под ключ только на своем канале, чтобы вы ее чувствовали, тот, кто смотрит, не тот, кто, естественно, ворует. Украсть можно видео, но не энергию защиты и исправлений. Так что, если есть возможность, скоро обязательно будет эта возможность, YouTube откроется. Приходите сюда. Вот. Но... По вот этой карте я закрываю свои утечки. Все. Можете еще написать. Да будет так, воистину, или просто истина. Это как вы уже по душе хотите. А слова «я закрываю свои утечки», они 100% сработают. Вот так. Так, ну и напоследок давайте еще посмотрим вот этой. То, что я хотела про ведьму. То, что кто-то лез в вашу жизнь. Сделал вам эти дырочки, прогрыз, эти муравьишки, да, или кто они там, крыски. Что будет? Письмо, иллюзии. Так, есть сила, возвращается крест. Все свое возвращается на свое место. Крест
после силы. Это значит, сила была украдена, но сила и возвращается наконец-то. Ну, это потому что по судьбе. То, что вам по судьбе, оно вот в ваших руках. Хватит, мол, забирать, да, карты даже говорят. А письмо говорит, это вот после просмотра этого письма, это, ну, расклада. Да, это вроде как высшие силы написали, я их через карты прочитала вам. Ну, как-то так. Вот оно реально так. И ты выходишь из каких-то неопределенностей, это карта иллюзий, но и в то же время на твоих врагов эти иллюзии, эти закрытости отправляются, а ты получаешь свою силу обратно, восстановление, да, потому что у тебя это по судьбе, потому что свой крест иногда, да, несешь очень тяжело, но в конце концов это твой крест, и ты с Божьей помощью, с помощью ангелов, с помощью Вселенной, смотря во что вы верите, что около вас есть, да, вы поднимаетесь и вы идете, вы живете, вы радуетесь. И дай Бог вам здоровья крепкого. Дай Бог. Вот он, ключ к новым дверям, к новым возможностям. Угу. Урожай собирать будете. Скоробей — это как знак, что даже по крестику вот этому все в землю уходит. Но в данном случае Скоробей дает тебе поддержку и возвращение финансов, денежной удачи, богатства, даже вот с урожаем. А вот то, что не твое, и то, что надо вернуть, а вернуть плохое, нечего на вас было навешивать, да, вот оно как раз и закапывается в землю, и потом будет прорастать, но для других уже людей. Ну, это я то, что вижу, говорю. Может быть, не совсем понятно для кого-то из вас, но то, что вижу, вот так и говорю. Иногда бывает как-то запутанно, ну вот, потому что идут пазлы, идут какие-то головоломки от карт, которые я должна собрать и сказать. Просто так, это ж не кино, не сериал, да. Вы вот очищаетесь, душа ваша чистая. Чистая, вы смотрите, и ребенок, да, и вода. Душа ваша чистая. Дороги открыты наверх. Прекрасно. Вот она змея. Вот она змея. И что после нее? А у нее темница. После нее, после змеи, темница. Вот так. Ну и завершающая карта. Кто делал вам плохо, магически, может быть, просто еще как-то, все возвращается на свои места. Так что шабаш будет прикрыт, как лавочка. Нечего к вам лезть. На дне колоды мужчина. Из-за мужчины все как-то или... Ой, куда ты падаешь? Тут черная кошечка. Следующее. Это значит, сейчас скажу. Мужчина, да? Если вы мужчину смотрите, вот это вы, который наконец-то себя находит. А если женщину смотрите, то это вот мужчина, который вас находит. Но это как где-то вот с женщиной, с мужчиной в вашу жизнь пришла какая-то потеря. И вот с женщиной и мужчиной оно возвращается. Вот как-то так идет, как будто бы шахматная партия. Знаете, когда ты вроде бы как уже прошел, но и в то же время можно все восстановить и начать заново. Новую партию. Все какое-то такое светлое, открытое. С королями и королевами, да, вот как-то так. А черная кошечка, ну да, переходила вам дорогу. Но с этого момента, я вам так скажу, если вы верите в примету черной кошки, можете перестать верить. Не бойтесь, когда вам черная кошка переходит дорогу. Это наоборот, как защита от ведьминских сил. Но если вы боитесь, просто делайте ногой крестик. Вот кошка вам перешла, вы сделали ногой крестик просто на земле. И дальше пошли. Хорошее взяли, плохое не взяли. Вот и все. Это на всякий случай. Если у вас дома черная кошечка или кот есть, это вообще супер. Это подарок. Если на улице где-то бегает, покормите, притяните к себе удачу через черную кошечку или кота. Серьезно.
Напоследок, да, так и есть. Как эликсир жизни выпьете. И вот этого вот плохого, если и будет что-то когда-то, потому что люди, ведьмы, они далеко не уходят. И, может, новые какие-то появятся, да, вот эти вот крыски. Будем смотреть в раскладах. Но, во всяком случае, с каждым раскладом вы что-то для себя узнаете и всегда будете уже как бы под оберегом, под каким-то знанием, как это все выкинуть. Так что все, слава богу. Даже с одного расклада у вас супер. Просто супер. Ну, а дальше, если хотите, оставайтесь, подписывайтесь, да, жмите колокольчик, и будем смотреть еще, что карты скажут, от какой-то другой, может быть, ситуации, каким-то другим путем сходить. А может и нет. Может быть, будут карты говорить, что все отлично, так, только отдыхай. Вот. Да, и, кстати, хочу следующий расклад сделать, попросить совет от Вселенной. Вот, допустим, такое, что сделать завтра, чтобы притянуть удачу. Давайте после этого расклада, который вот сейчас, что они сказали тут, вытяну энергию, да, на то, что вот что сделать, чтобы притянуть удачу. Тут чистка идет, и да, силы и денежки мы тоже притягиваем через все это. А что еще карты скажут? И притянуть удачу не только в денежках, и в любви. Может быть, и так карты будут говорить. Я вижу вас с благословением вашего рода. Поэтому будем спрашивать, и будем получать ответы, и будем делать выводы. Да? Давайте так. Все. Оставайтесь со мной. На сегодня точно все. И мне нравится этот расклад. Напишите и вы, как вы там чувствуете, и что вам подходит. И вот это слово, да, ну, это предложение или там пару слов, как сказать, я закрываю свои утечки. И напишите потом, если хотите, конечно, это не важно. Мне как на поднятие этого видео там с комментариями мне совершенно это не нужно, потому что оно ничего уже не поднимается, может, когда-то это было. Так что это не важно. Важно то, что если вы хотите написать, я это увижу, услышу, и мне тоже будет понятно многое, да, вот как-то, как будто мы с вами общаемся. Такое. Ну все, на сегодня и поговорили немножко, и что-то вы, наверное, мне тоже сказали. Я услышу обязательно потихонечку. В следующих раскладах откроется какая-то еще и ваша тема, еще плюс к чему-то. Будем потихоньку открывать. Может, даже спрошу у карт случайности какие-то бывают ли в вашей жизни. Мужчину нового посмотрим, да. Вот, но мужчина, я для вас женщину новую не смотрю. Если хотите, переворачивайте немножко. Ну, что я говорю, вот мужчина новый, а вы вот женщина новая для вас. Только так. Все. На сегодня точно все. Кто со мной сейчас до конца, всего вам еще раз самого хорошего. Кто был не до конца, тоже хорошего всего. И увидимся, услышимся. Да? На связи будем обязательно, чтобы энергии были здоровые, успешные и все в гору шли. Вот так. Да, наверх. Все. Всего хорошего еще раз.